Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашем меню один из самых старинных и самых известных итальянских десертов – кростато – открытый пирог, основу которого составляет песочное тесто. Он уже давно стал популярным не только в Италии, поэтому вариаций его приготовления очень много. Существует даже такой рецепт из груши и яблони с лимонами в тесте и ванилью в сливках. Но наш рассказ не о безмятежном полете человеческой фантазии. Мы покажем вариант классической итальянской кростаты с двумя разными начинками. Первым делом приготовим тесто. Сливочное масло и яйца лучше достать из холодильника минут за 10. В глубокую миску высыпаем просеянную муку, добавляем сливочное масло и перетираем все в мелкую крошку. Добавляем мелкий сахар, а лучше сахарную пудру, цедру лимона, яйцо, щепотку соли и быстро замешиваем тесто. При контакте с руками масло начнет таять, поэтому сделать все нужно как можно быстрее. Также тесто можно приготовить заранее. В холодильнике в пищевой пленке оно может храниться до 5 дней. Тесто заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник на полчаса-час. Пока тесто лежит в холодильнике, приготовим заварной крем. Как его приготовить, можно посмотреть в наших видео по ссылкам и в описании к этому ролику. Для одной из начинок будем использовать карамелизированные груши. Для этого из груш удаляем середину и режем сначала на четвертинки, а затем каждую из них на аккуратные, не слишком тонкие пластики. Затем растапливаем на сковороде небольшой кусочек сливочного масла, выкладываем сюда груши и посыпаем тростниковым сахаром. Аккуратно перемешивая, обжариваем, пока не испарится лишняя влага. Сахар тем временем приобретет красивый карамельный оттенок. Готовые груши перекладываем в удобную посуду и оставляем остывать. Тесто достаем из холодильника и раскатываем толщиной примерно 7 мм. Раскатывать можно как между двумя листами пергамента, так и просто на столе, используя небольшое количество муки. После чего раскатанное тесто перекладываем в удобную форму и формируем основу кростаты. Обычно край кростаты делают невысоким, около 1,5–2 см. Перед тем, как выпекать тесто, протыкаем его в нескольких местах вилкой. Форму ставим в духовку разогретую до 160–170 градусов. Выпекаем 20–25 минут. Достаем из духовки и даем остыть. Остывший заварной крем пробиваем миксером в течение нескольких минут, перекладываем в кондитерский мешок и отсаживаем ровным слоем на получившийся корж. Затем аккуратно раскладываем фрукты. Как я уже говорила, для одной из начинок мы взяли груши, для другой же свежую шелковицу или тутовник. Подавать пирог лучше не сразу, таким образом он настоится и тесто пропитается кремом. В Италии также очень популярна кростата с начинкой ассорти из свежих фруктов. Кростату можно назвать одним из самых любимых и популярных в Италии десертов. Очень часто итальянский завтрак состоит из чашки капучино и кусочка этого пирога. А еще его зачастую берут в качестве гостинца, когда идут в гости. Да и на праздниках и застольях нередко вместо торта подают именно кростату. Приятного вам чаепития! Если ролик вам понравился, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Ждем ваших комментариев. Для вас магия простых рецептов.